Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Тема сегодняшнего видеоролика – это цветочные будни. Но вначале небольшое отступление. На дворе осень. Началось время, когда с балкона заносятся растения домой. И начинается период, скажем так, профилактических обработок. Ну, что хочется сказать. Если вы занесли растение с балкона, с улицы, и на нем нет явных признаков проявления того или иного вредителя, заболевания, то не стоит его сразу обрабатывать. Оставьте его в сторонку, понаблюдайте за ним. Все равно вот смена условий содержания на балконе у нас получается и перепады ночных, дневных температур, дома такого нету. Растению надо привыкнуть, чуть-чуть адаптироваться. Если вы увидите уже какие-то явные признаки, что появились там вредитель, клещ, грибковое заболевание, тогда уже приступайте к лечению. А просто так не надо обрабатывать растения лишний раз. Я, конечно, понимаю, что цветочных знахарей не переубедить. Но если уже вы хотите обработать растения, ну, обработайте хотя бы биопрепаратами. Не используйте системные препараты. Дело в том, что системные дают интоксикацию, то есть отравление растения. Растению будет и так тяжело зимой. Вы знаете, что зима – это не самый лучший период для растений. А еще и в зиму он вступает уже с отравлением. Но это не есть хорошо, не есть правильно. Поэтому будьте, пожалуйста, благоразумны. Сегодня я хочу пересадить вот этот антуриум, сорт пандола, в горшок большего размера. Это растение попало совсем недавно, несколько месяцев назад. До этого оно росло в циофлоре. Хозяйка просто отряхнула субстрат с корней, положила в целлофановый пакетик и передала мне его. Растение было цветущее. Вот еще, кстати, остались маленькие листочки, которые были при получении мной. Вот видите, они, конечно, не очень хорошего состояния. Здесь молодые листья вот уже наросли. Они, конечно, разительно отличаются от старых листьев. Как я сказала, растение было цветущее. Это уже вот сейчас его второе цветение домашнее. То есть у меня это уже второй цветочек. Ну, если честно, когда я получила это растение, пандолу, я представляю, это здоровые цветы, почти с ладонь, с зелеными такими ушками, как показывала Оля в своем видеоролике, когда представляла свою коллекцию. Ну и увидев это растение, этот цветок, я как-то, вот если честно, чуть-чуть засомневалась. Созвонилась с ней. Она говорит, да, действительно, говорит, когда ее куст был вот примерно такого же размера, как и мой, то цветы были вот именно вот такие вот, ну, скажем так, не особо невзрачненькие. Затем, когда куст уже стал взрослым, вот тогда, да, тогда вот проявились именно особенности сорта пандолы. Растение, цветок сам с ладонь, зеленые ушки, ну просто супер. Ну и мое такое же будет. Я хочу пересадить его сейчас в горшок большего размера, потому что при посадке я использовала грунт, скажем так, средней фракции. На тот момент у меня просто не было кокосового субстрата крупного. Вот посадила, скажем так, в то, что было, то и посадила. Но мне как показалось, что растение было радо этому субстрату после циофлоры. Итак, я хочу его пересадить в больший горшок, как я сказала, и чуть-чуть углубить. Как я сказала, что растение посажено в кокосовый субстрат мелкой фракции. Поэтому придется его удалять. Здесь у меня еще вот керамзит в дырочках. Оп. Поэтому как-то он хорошо так сразу отвалился. Теперь, вот видите, сразу видно, да, что фракция у него мелкая. Даже по сравнению с той, в которую мы сейчас садим. Ну, корней
довольно-таки много по сравнению с тем, что было при получении, то есть когда он рос в циофлоре. А давайте сегодня испробуем новый способ, который подсказал Сергей нам. Как быстро и эффективно очистить корни от старого грунта. Попробуем. Получится, не получится, сама не знаю, если честно, ни разу не пробовала. Но интересно просто. Так, пакет. И, как он говорил, вот так трясем. Не знаю, с той ли интенсивностью я трясу и в том же ли направлении движения совершаю. Но, тем не менее, пробуем. Так, ну-ка, попробуй, так ли это или нет. О, видите, как грубая мужская сила. Я-то первый раз, а он-то уже не первый. Опа, смотрим. Вот что у нас осталось. Ну, здесь чуть-чуть только, в принципе. Вот, в серединке остался. Вот есть еще у нас старые корни, надо будет подрезать, потому что они там ни к чему. И здесь. Оп. Здесь что-то такое прям. Ну, осталось совсем немного. Смотрите, основная часть все-таки ушла в пакет. И здесь тоже хорошо видно, что фракция это мелкая. Вот. Ну, попался кокос крупный. Хорошо, сейчас дальше я, наверное, не буду очищать. Этот грунт вот сверху чуть-чуть поубираю. И здесь у меня есть, вот видите, чуть-чуть... А да нет, вроде хороший корешок. Где-то я видела. А вот, старый еще корень. Вот его я, наверное, обрежу. И также и посажу в горшочек. Сейчас обрежу и покажу вам. Грунт старый убрали. Сергей все-таки забрал у меня этот пакетик и еще пару раз его так от души тряханул. Ну, в общем, осыпалось все, что можно было. Эти корни я обрезала. Это вот, как видите, от ствола шли. Это корни, конечно, уже не рабочие. Так как грунт был мелкий, но к поливу я относилась внимательно и не переливала грунт. Поэтому корни, как видите, работать-то не работали, ну и вреда растению не нанесли. Они бы просто со временем усохли и все. Если же, конечно, грунт будет переувлажняться, то такие корни начнут гнить и, соответственно, навредят растению. Появятся пятна на листьях, желтизна. Нижние листочки, с которыми ко мне пришло это растение, я также срезала. Во-первых, я, как говорила, собиралась углубить кустик. И эти бы листья ушли в грунт. Ну, в принципе, я считаю, что они не нужны. Вот все, что у меня осталось. Теперь я аккуратно ставлю растения. Не забываем, что грунт надо отжать. Чтобы он не был влажным. И засыпаем растения. Вот. Вот так. Гораздо лучше двумя руками. Так. Итак, все. Посадили. Так, углубить. Стволик я углубила. Опять же у меня осталось место для подсыпки грунта в дальнейшем, если оно начнет подниматься вверх. Ну, я считаю, что в этом горшочке оно выглядит гораздо симпатичнее. Тем более листья старые еще удалены. Итак, растения с этим мы закончили.
Сегодня мы сделали доброе, полезное дело. Пересадили Антуриум пандола. Отрезали кончик ствола со старыми корнями, с которыми изначально пришло это растение ко мне. И тем самым обезопасили растения от дальнейших неприятностей. То есть эти корни могли бы послужить появлению как корневой гнили, так и стеблевой гнили, ну и всего чего угодно. Испробовали новый способ очистки корней от старого грунта. Как вы видели, ни один корешок у нас не поломался, не пострадал, так что все прошло успешно. Спасибо, что вы смотрите нас. Ждем вас на нашем форуме. Всего вам самого доброго, вам и вашим растениям.